Настойка пустырника. Применение в народной медицине. Трава пустырника – это ценное лекарственное сырье, которое используется для изготовления разнообразных препаратов и народных средств. Растение имеет широкий спектр действия на организм, от седативного эффекта до положительного влияния на кожные покровы. В медицине трава пустырника используется в составе сборов и в виде спиртовой настойки. За счет богатого химического состава растение оказывает противовоспалительный, противоотечный, антиоксидантный, общеукрепляющий и седативный эффект. Настойка пустырника – свойства и польза. Настойка пустырника на спирту – это эффективное средство против повышенной возбудимости нервной системы, раздражительности, плаксивости, неврозов. Применяют препарат также в случаях, когда необходимо снизить спазмы при сильном кашле во время бронхиальной астмы и воспалительных процессах дыхательных путей. Употребляют пустырник при метеоризме, катарах толстого кишечника. Как принимать лекарственное средство? Прием настойки пустырника стоит начинать по рекомендации врача и внимательно ознакомившись с противопоказаниями. В состав лекарства входит этиловый спирт, поэтому его нельзя принимать перед вождением. С предосторожностями назначают настой травы растения при диабете и хронических заболеваниях печени. Препарат не рекомендован при почечной недостаточности. Ингредиенты. Трава пустырника 100 грамм. Способ приготовления. Настойка пустырника. Рецепт. Приготовить настойку пустырника в домашних условиях можно следующим образом. На 100 грамм сушеной травы пустырника или 500 грамм свежего измельченного растительного сырья необходимо взять 500 мл водки или медицинского спирта. Если для настойки используют свежую траву пустырника, ее можно пропустить через мясорубку. Траву помещают в стеклянную емкость вместе с соком. Далее сырье заливают спиртом или водкой, а затем закрывают крышкой, помещают в прохладное и темное место. Смесь нужно настаивать в течение месяца, периодически встряхивая емкость. Готовую настойку процеживают и хранят в стеклянной емкости вдали от солнечных лучей. Настойка пустырника. Инструкция к применению средства. Настойку принимают внутренне, курсами по 20-30 дней. Взрослые принимают по 30 капель настойки пустырника 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Детям до 18 лет, беременным и кормящим употреблять лекарства нельзя. В нем содержится этанол и алкалоиды. Настойка пустырника. Применение для лечения заболеваний сердца. Ценность травы пустырника для лечения заболеваний сердца и сосудов заключается в ее способности успокаивать нервную систему и регулировать сокращение мышц
гладкой мускулатуре. Растение используется при сердечной недостаточности первой-третьей степени, кардионеврозе, гипоксии. Прием настойки травы пустырника может назначаться при миокардите и стенокардии. Польза такого препарата в том, что он нормализует сердечный ритм и помогает снизить артериальное давление. В связи с этим он будет полезен в лечении артериальной гипертензии на начальной стадии. Трава пустырника улучшает транспортировку кислорода в крови к сердцу. Наряду с этим растение способствует снижению холестерина в крови и нормализации уровня глюкозы. Поэтому позволяет бороться с атеросклерозом. Седативный эффект от приема пустырника накопительный, поэтому в полной мере его ощутить можно через пару недель систематического употребления настойки. Лекарство оказывает на организм умеренное противотревожное действие, однако при длительном использовании может вызвать ухудшение памяти и выносливости, снижение психомоторных реакций. Однако в правильной подобранной дозировке настойка пустырника приносит пользу в профилактике сердечно-сосудистых осложнений на фоне перенапряжения и хронического стресса. Показания к применению. Показаниями к применению настойки становятся артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые неврозы, тиреотоксикоз, высокая эмоциональная возбудимость, психостения и неврастения, заболевания желудочно-кишечного тракта. Средство состоит из компонентов, которые помогают нормализовать работу сердца, обеспечить устойчивость нервной системы и укрепить организм. Для женщин польза пустырника заключается в нормализации менструального цикла и климакса. Прием пустырника облегчает наступление сна, уменьшает возбудимость нервной системы. Употребление лекарства не способствует привыканию и развитию психологической зависимости. Также настойка растения может усиливать действие снотворных, седативных, анальгетических средств. Дозировка лекарства. Способ применения препарата и его дозирование назначаются индивидуально с учетом особенностей отдельно взятого пациента. Только врач может определить оптимальную дозу лекарства, а также продолжительность курса лечения. Применяя настойку пустырника, важно строго придерживаться указанной схемы приема препарата. Не стоит заниматься самолечением и устанавливать дозировку самостоятельно. Это может привести к сбоям в работе организма вплоть до серьезных нарушений. Настойка пустырника, ее противопоказания. Противопоказаниями к приему настойки пустырника является аллергия на компоненты лекарства, беременность, так как препарат может привести к выкидышу, а также лактация, детский и подростковый возраст до 18 лет.
Нельзя употреблять настойку при эрозивном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Побочными действиями от приема лекарства могут быть дисперсия и аллергические реакции. Перед употреблением препарата необходима консультация со специалистом. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.